Привет! На днях я узнал, что компания Backfire представила новый электроскейт под названием G2T или G2T. В общем-то, не особо важно. Она представила, оказывается, его еще в декабре, но начать рассылать его планируют только в конце марта, точнее с 31 марта 2019 года. Поэтому в свободной продаже его еще нет, никому на обзор еще не засылали, так что фактически я не опоздал на 3 месяца. Нет. Я выкручусь, пожалуй, вот так. Это не я тормоз, это я так захотел сделать специально, да, как бы. Вот подогреть немного интереса и ближе к выходу уже сделать хоть какой-то обзор, читка характеристик, называйте как хотите. Поначалу пробежимся по техническим характеристикам, естественно. Потом скажу, чем отличается Backfire G2T, G2T. В общем, новая модель от старых моделей Backfire. Итак, в комплекте к этой доске идет два комплекта колес. Одни 83 мм, вторые 96 мм. Не то или то на выбор, как обычно у всех производителей, а две пары колес. Также у электроскейта два мотора по 350 Вт каждый. Максимальную скорость этот малыш разгоняет 38 км в час, а хватает его плюс-минус на 24 километра. Весит он 6,5 кг, и зарядка от 0 до 100 происходит за 2,5 часа. Чем же нам хвастаются производители, в отличие от их старой доски G2? Во-первых, это зарядка. Теперь заряд у вас занимает не 3,5 часа, как это было раньше, а 2,5. Также у них появился новый пульт, который выглядит примерно вот так. На нем маленький OLED-экранчик, на котором будет показываться скорость, состояние доски, заряд батареи, пройденное расстояние и все в этом духе. То есть, в принципе, полезная достаточно информация, потому что, на самом деле удобно знать, когда ты понимаешь, что вот у тебя сейчас осталось, например, 50% батареи, сейчас 70%, и не нужно смотреть на контроллер именно по делениям, там будет все написано именно в циферках, как и мы привыкли на том же самом смартфоне. По мне, так фишка прикольная, и стоит эта доска не так уж и много. Кстати говоря, про стоимость. Стоит она $599, что эквивалентно почти 40 тысячам рублей. В принципе, цена более чем адекватная. Не знаю, что там с доставкой, но если вы живете не в СНГ, то не думаю, что будут какие-то проблемы с доставкой. Сосед, можно не так громко сверлить? Также производители увеличили ширину траков на 1,5 см, что даст вам большую устойчивость при езде. Также они пишут на своем сайте, что они используют такую подвеску, с помощью которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно и на 38 км в час, что является самой максимальной скоростью для этой доски. Еще они говорят, что добавили так называемый турборежим на их ремоут-контроллер, то есть у них было 3 режима, сейчас стал 4. Вам нужно будет удерживать специальную кнопку для включения этого режима, и я подумал, что это будет дополнительный прирост скорости, то есть там 38 максимально, но если вы экстремал, то сможете ехать и 45. Все оказалось немного интереснее. Турборежим дает вам прирост к ускорению на 20%. То есть вы будете просто быстрее стартовать, но при этом максимальная скорость увеличиваться не будет. Звучит интересно, но я не понимаю, зачем для этого выделять отдельный режим и отдельную кнопку, потому что, человек, наверное, сам в состоянии контролировать ускорение своего электроскейта путем большего или меньшего нажатия на курок на ремоуте. Алло? Алло? Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что доска поставляется в 2 вариантах расцветок, и обе выглядят достаточно интересно. Первая — это желтая с черным, что выглядит достаточно строго, а вторая — их фирменная расцветка цвета космоса. На этом у меня все, потому что сосед заколебал, информация вроде как кончилась. Жду обзоров на этот скейт, когда он выйдет. До скорых встреч. Пока. Слышь ты,